Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Сегодня в этом видео будем вязать вот такой узор. Образец у меня связан из рассказовской пряжи, но многие знают, что при вязании изделий из рассказовской пряжи полотно может немного косить. И чтобы не получилось перекоса полотна, нужно внимательно подходить к выбору узора. Я выбрала вот такой узор. Образец у меня постиран, но я его не блокировала и не отпаривала. И перекоса полотна совершенно нет никакого. Значит, я правильно подобрала узор к этой пряже. Буду вязать кардиган для мамы. Рассказовскую пряжу я покупала на Вайберес в магазине Марушка. Купила 2 бобинки козьего пуха и 2 бобинки мериноса. Планирую вязать кардиган для мамы в 2 нити. Возьму одну нить козьего пуха и одну нить мериноса. Козий пух у меня 600 метров на 100 грамм, а меринос 550 метров на 100 грамм. Все бобинки у меня по 400 грамм. Обзор на козий пух, на меринос и на другую рассказовскую пряжу вы сможете посмотреть по подсказке или по ссылкам в описании под видео. Образец я буду вязать в 2 нити спицами 4 миллиметра. 3 раппорта в высоту я уже провязала. 4-й будем вязать вместе с вами. Вот так выглядит еще не стиранный образец. Как он будет выглядеть после стирки, вы уже, конечно, знаете. Я же узнаю это только в конце видео. Но пока перекоса полотна я никакого не вижу. Узор очень простой, его можно вязать даже без использования схемы. Главное запомнить только первый ряд узора, а далее вяжем по принципу формирования треугольника. Первая петля в раппорте всегда будет изнаночной, а далее, чтобы у нас получался треугольник, в начале и в конце раппорта в каждом лицевом ряду будем добавлять по одной лицевой петли. За счет этого узор смещается к центру и получается треугольник. А центральная часть треугольника будет в каждом лицевом ряду уменьшаться на 2 петли. Если в первом ряду по центру у нас было 7 петель, то в третьем ряду их уже будет 5, в пятом 3, в седьмом 1, и в 9 ряду мы провяжем 3 петли вместе лицевой петлей. Вот и весь принцип формирования этого узора, очень легко запоминается. Кому удобно вязать по схемам, я попробую вот здесь оставить схему этого узора. Раппорт узора составляет 16 петель, плюс 1 петля нужна для симметрии узора, плюс 2 кромочные петли. Я набирала 2 раппорта, и у меня сейчас на спицах 35 петель. Вяжем первый ряд узора. Первую петлю снимаем как кромочную, следующая петля изнаночная. Делаем накид. Далее 2 лицевые петли и следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Чтобы провязать 2 петли вместе с наклоном вправо, нужно провязать их за передние стенки петли. Но я вяжу бабушкиным методом провязывания петель, и у меня петли на спице лежат вот таким образом. И мне их сначала нужно развернуть, чтобы они лежали правыми стеночками вперед. Если вы вяжете классикой, то разворачивать петли вам не нужно. И провязываем 2 петли вместе за передние стенки лицевой петлей, и получается 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее по узору вяжем 7 лицевых петель. Следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. У меня петли располагаются на спице вот таким образом. Если вы вяжете классикой, то вам нужно развернуть петли точно так же, чтобы они лежали левой стеночкой вперед. И провязываем 2 петли вместе за задние стенки. И у нас получается 2 петли вместе с наклоном влево. Далее по узору 2 лицевые петли и накид. Первый ряд мы провязали. Далее раппорт узора повторяем. Изнаночная, накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я разворачиваю петли. Если вы вяжете классикой, то вам разворачивать не нужно. Провязываем 2 петли вместе лицевой петлей за передние стенки.
7 лицевых петель, 2 петли вместе с наклоном влево за задние стенки. Я петли не разворачиваю. Если вы вяжете классикой, то нужно развернуть петли. 2 лицевые петли и накид. Второй раппорт узора мы провязали. Далее нам нужно провязать еще одну петлю изнаночной петлей. Это для симметрии узора. И последняя петля кромочная. Провязывайте так, как вы привыкли. Я провязываю изнаночной петлей. Первый ряд узора мы провязали. Второй ряд изнаночный, вяжем его по узору. Первую петлю снимаем как кромочную, лицевую провязываем лицевой петлей, накид провязываем изнаночной петлей, изнаночные петли провязываем изнаночными петлями. Я вяжу бабушкиным методом провязывания петель. Вы можете вязать классическими петлями. Последняя петля кромочная. Провязывайте так, как вы привыкли. Я провяжу изнаночной петлей. Второй ряд мы провязали. Вяжем третий ряд узора. Первую петлю снимаем как кромочную, следующую провязываем изнаночной петлей. Далее для формирования треугольника в начале и в конце раппорта нужно добавить по одной лицевой петле. Первую петлю добавляем сразу после изнаночной петли, провязываем лицевую петлю, а далее вяжем так же, как мы вязали в первом ряду. Накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки. А далее в центральной части вяжем уже не 7 лицевых петель, как в первом ряду, а только 5. Далее вяжем так же, как и в первом ряду, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид. И в конце раппорта у нас остается еще одна лицевая петля. Третий ряд мы провязали. Далее раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, лицевая петля, накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, лицевая петля. Второй раппорт мы провязали. Для симметрии узора остается изнаночная петля и кромочная. Следующий, четвертый изнаночный ряд вяжем по узору. Провяжите его самостоятельно. Вяжем пятый ряд. Первую петлю снимаем как кромочную и следующую петлю всегда провязываем изнаночной. Далее после изнаночной провязываем уже 2 лицевые петли. И далее повторяем так же, как мы вязали в первом и в третьем ряду. Накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки петли. И посередине у нас уже остается еще на 2 петли меньше, то есть провязываем 3 лицевые петли. Далее вяжем так же, как мы вязали в предыдущем первом и третьем ряду, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли и накид. И в конце раппорта остается 2 лицевые петли. Пятый ряд провязали, вяжем следующий раппорт. Изнаночная петля, после изнаночной 2 лицевые петли и далее повторяем накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо, посередине остается 3 лицевые петли,
Далее 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид и в конце раппорта 2 лицевые петли. Остается 2 петли, одна это изнаночная для симметрии узора и последняя кромочная петля. Пятый ряд мы провязали, следующий 6-й изнаночный ряд провяжите по узору самостоятельно. Вяжем 7-й ряд узора, первую петлю снимаем как кромочную, вторую петлю, как всегда, провязываем изнаночной петлей. И после изнаночной петли уже вяжем 3 лицевые петли. Далее провязываем такой же элемент, как вязали во всех лицевых рядах. Накид, 2 лицевые петли и 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываем их за передние стенки. И по центру у нас остается 1 лицевая петля. Далее повторяем такой же элемент, как вязали во всех лицевых рядах. 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли и накид. И в конце раппорта остается 3 лицевые петли. 7-й ряд мы провязали. Раппорт узора повторяем. Изнаночная петля. После изнаночной 3 лицевые петли. Далее вяжем наш элемент накид. 2 лицевые петли, 2 петли с наклоном вправо лицевой петлей вместе за передние стенки. Посерединке остается 1 лицевая петля и провязываем второй наш элемент. 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид и в конце раппорта остается 3 лицевые петли. Осталось 2 петли, 1 петля изнаночная для симметрии узора и последняя петля кромочная. Следующий 8-й изнаночный ряд вяжите по узору самостоятельно. Вяжем 9-й ряд узора, первую петлю снимаем как кромочную, следующую петлю, как всегда, провязываем изнаночной петлей и после изнаночной петли вяжем 4 лицевые петли. Далее делаем накид и провязываем 2 лицевые петли. Посерединке у нас остается 3 петли, которые нужно провязать вместе лицевой петлей, но так, чтобы вот эта лицевая петля легла сверху. Я делаю так. Так как я вязала бабушкиным методом провязывания петель, то вот эти 2 петли первые я разворачиваю, чтобы они лежали правыми стеночками вперед. Теперь подхватываю петли за передние стенки и разворачиваю их. Вот так. Теперь подхватываю 3 петли и провязываю 3 петли вместе за задние стенки. И получается, что я провязала 3 петли вместе, и центральная петля лежит сверху. Далее вяжем так 2 лицевые петли и накид. И в конце раппорта остается 4 лицевые петли. Раппорт провязали, далее раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, после изнаночной 4 лицевые петли, накид, 2 лицевые петли и 3 центральные петли вместе лицевой петлей. Если вы вяжете классикой, то петли у вас уже лежат вот так на спице, вам переворачивать не нужно. Мы подхватываем 2 петли за передние стенки, разворачиваем их вот так на спице. Затем подхватываем 3 петли и провязываем вместе лицевой петлей. Получается 3 петли вместе лицевой петлей с центральной петлей посередине. Далее провязываем 2 лицевые петли, делаем накид и в конце раппорта еще 4 лицевые петли. Осталось 2 петли. 1 петля изнаночная для симметрии узора и последняя петля кромочная. Следующий 10-й ряд изнаночный вяжите самостоятельно по узору. 10 рядов узора мы провязали. Вот так выглядит наш узор. Далее вяжите самостоятельно, повторяя с 1 по 10 ряд.
Я сейчас закрою петли, постираю образец и покажу, как он изменился после стирки. Образец я постирала, и посмотрите, какой чудесный он получился после стирки. Ничего не косит, все петли выровнялись, распушилась пряжа. Посмотрите, какая пушистая, красивая пряжа получилась. Посмотрите, как распушился хвостик нити. Я вязала на спицах 4 миллиметра, и когда я вязала образец, мне казалось, что я взяла толстые спицы, но после стирки, посмотрите, пух заполнил все дырочки, и как красиво смотрится образец. Поэтому мой вывод: если вы будете вязать из рассказовской пряжи, внимательно подбирайте узор к этой пряже. Полотно совершенно не косит, пряжа очень красивая и пушистая. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. И я жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.